Идея европейской экологической сети впервые была предложена коллективом голландских исследователей в 1993 году на конференции в Маастрихте. Она органично вошла во всеевропейскую стратегию сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Общегосударственная программа формирования национальной экологической сети Украины была принята Верховной Радой в 2002 году и рассчитана на период до 2015 года. Программой было предусмотрено значительное увеличение размеров территории экологической сети. В частности, площадь лесопокрытой территории за 15 лет должна была увеличиться на 7%, сенокосы и пастбища на 12%, а площадь национальных природных парков планировалось увеличить почти в 4 раза. Таким образом, общая площадь территории заповедного фонда должна была составлять 10,4% общей площади территории страны. Была создана генеральная схема формирования национальной экологической сети. Согласно концепции общеевропейской экологической сети, структура украинской экосети состоит из широтных и меридиональных коридоров. Кроме того, в нее входили естественные регионы, ключевые элементы, природные заповедники или национальные природные парки и буферные зоны. В программе предусмотрены широтные и меридиональные коридоры. Широтные коридоры – это Полесский, Галицко-Слобожанский и Южноукраинский. Отражают зональную дифференциацию, а меридиональные – Дунайский, Днестровский, Бугский, Днепровский и Северодонецкий – представляют долины крупных рек. Параллельно разрабатывались региональные схемы формирования экологической сети в областях. В контексте ее реализации в Харьковской области были созданы еще 2 национальных природных парка – Слобожанский и Двуречанский. Наш национальный парк Слобожанский создан для сохранения уникального комплекса для территории Харьковской области лесных болот и озер. З 5000 гектарів парку 90% території – це ліси, решта – болота та луки. Клімат лагідніший, ніж континентальний. Різноманіття ландшафтів зумовлює і біорізноманіття. Тут зростає 21 вид рослин, які занесені до Червоної книги України. В лісових хащах та біля водойм живуть понад 200 раритетних видів тварин, 14 з яких у європейському червоному списку, а 50 – в українському. У Діброві та у Сосновому лісі можна зустріти змію-мідянку, птахів, яких точно не побачиш у місті, наприклад, різнобарвного рибалку. А як пощастить, можна помітити видру або лося. Та головні тутешні жителі – бобри. Минулої осені їх нарахували 170. Однако часть запроектированной в них территории попала в земельные паи. Термин «земельный пай» был введен в законодательство нашей страны еще в 1994 году указом президента Украины. И связано это было с распределением земель коллективных сельскохозяйственных предприятий между его членами. К сожалению, за столько лет вопросов, которые связаны с использованием земельных паев, стало не меньше, а наоборот, проблем стало больше.
Розподіл земельних паїв під час земельної реформи здійснювався за рішенням і за присутності власників земельних паїв. Як правило, земельні ділянки виділяли в натурі в межах одного виду угідь, проте є ситуація, коли ці ділянки виділялися і за різним цільовим призначенням. Тобто людина могла одержати в результаті паювання не тільки ріллю, а й сінокоси, сіножаті, пасовища, ну і інші види угідь, які використовуються за різним цільовим призначенням. В качестве примера рассмотрим социальные проблемы, которые возникли при создании Слобожанского национального природного парка. Задачей создания парка является сохранение типичной для лесостепи биоты. Парк был создан согласно указу президента Украины от 11 декабря 2009 года. На территории государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» было выделено более 5000 гектар земель государственной собственности и предоставлены в постоянное пользование Национального природного парка. Разработка проекта создания Национального природного парка Слобожанский была выполнена Украинским научно-исследовательским институтом экологических проблем. Согласно проекту, территория парка должна охватывать участок долины реки Мерла от водораздела на правом берегу до водораздела на левом берегу, включая боровую террасу и пойму. При согласовании границ парка оказалось, что территория поймы отнесена к паям местных жителей. Таким образом, парку отнесена была только территория лесного хозяйства. В то же время именно пойма является частью Галицко-Слобожанского экологического коридора. Местные жители были уведомлены о необходимости ограничения природопользования на ее территории. Сейчас пойма используется только в качестве сенокосов, не давая такого экономического эффекта, как другие земельные паи. Хотя возможные экосистемные услуги на этой территории не ограничиваются производством сена. У местного населения рождаются различные проекты от строительства объектов зеленого туризма до разработки месторождений песка, разлива родниковой воды и тому подобное. Річки Мерла та Мерчик не входять до території національного парку, а частина лісів навколо й досі належить лісгоспу. Рубка дерев там не заборонена. Сьогодні співробітники Слобожанського мріють про розширення, щонайменше вдвічі. Вже готують клопотання до профільного міністерства і сподіваються на підтримку місцевої громади. Це, кажуть, необхідно для збереження природного балансу. Экологические интересы вступают в противоречие с экономическими. Понимая экологическую ценность поймы, население недополучает прибыль от своего земельного пая. Решение этого противоречия, на наш взгляд, лежит в законодательной плоскости. А какие варианты могли бы предложить вы?